Добрый день! С вами Наталья Рожнова, и вы на канале Натали Той Джой. В прошлый раз мы с вами вместе связали вот такую свинку Пеппу. А чтобы ей было не скучно, свяжем для нее семью: братика Джорджа, маму свинку и папу свина. Сегодня мы начнем вязать Джорджа. Так как он меньше, чем свинка Пеппа, то вяжется Джордж еще легче и быстрее. Итак, приступим. Для того, чтобы связать братика Джорджа, нам понадобятся те же материалы и инструменты, которые мы использовали для вязания свинки Пеппы, за исключением одного цвета пряжи. Вместо красного цвета потребуется синий. Итак, я использую пряжу Yarn Art Ideal. Это 100% хлопок, метраж ее 50 грамм на 170 метров. Розовый цвет номер 229, синий цвет номер 240 и черный цвет номер 221. Для этой пряжи необходим крючок 2 мм. Еще нам потребуются глазки на безопасном креплении, диаметр их 8 мм, а также фетр двух цветов, белый и розовый, для глаз, щечек и ноздрей. Чтобы приклеить фетр к игрушке, я использую клей Момент Кристалл, прозрачный клей. Из инструментов нам потребуется шило, ножницы, игла с широким ушком, набор английских булавок и палочка для набивания игрушки. В наполнитель я использую синтепух. Также в обязательном порядке я пользуюсь нитью контрастного цвета, которая служит мне маркером для того, чтобы не запутаться в подсчете петель и рядов. Итак, приступим. Начнем вязать голову братика Джорджа. Первый ряд: 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Один, два, три, 4, 5, 6. Затягиваю кольцо и прокладываю нить контрастного цвета. Второй ряд: 6 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида. Третий ряд: 12 столбиков без накида за заднюю стенку петли. Теперь нам необходимо связать 4 ряда по 12 столбиков без накида в каждом. Связали 7 рядов, 8 ряд: 6 прибавок, 6 столбиков без накида. Девятый ряд:
1 столбик без накида, 1 прибавка, повторяем 6 раз. И 6 столбиков без накида. Десятый ряд. 2 столбика без накида, прибавка 6 раз и 6 столбиков без накида. Теперь вяжем 5 рядов по 30 столбиков без накида в каждом. Итак, мы связали 15 рядов. Теперь приостановимся, и я вам покажу деталь, которую я вырезала из картона. Эта деталь необходима для того, чтобы вставить в пятачок, чтобы после набивания пятачка наполнителем он не выпирал у нас. Я приложила пятачок к картону, обвела карандашом и вырезала кружочек. Диаметр его примерно 14 миллиметров. Еще сразу я вырезала точно такого же размера 2 кружочка из белого фетра. Тоже диаметр их 14 миллиметров. В центре каждого кружочка я проделала отверстие шилом, потом расширила это отверстие палочкой для того, чтобы вставлялись глазки. И теперь можно вставить глазки в фетр. Вот такие глазки у нас получились в итоге. И еще я вырезала 2 кружочка такого же размера, 14 миллиметров, из розового фетра. Это щечки Джорджа. Ну и заодно совсем малюсенькие 2 маленьких кружочка вырезала. Диаметр их 1-2 миллиметра. Это ноздри братика Джорджа. Вот посмотрите, какие они, совсем маленькие. Итак, мы вставляем картонную деталь в пятачок и набиваем пятачок наполнителем. Набивать надо плотно, чтобы пятачок был твердым. Так, пятачок у нас набит. Теперь пришло время вставлять глазки.
Там, где заканчивается 15 ряд, вот эта петля, идет центр верха головы. От этой петли до центра пятачка. Примерно на него и ориентируемся. Мы делаем отверстие справа и слева от пятачка между 11 и 12 рядами для того, чтобы вставить сюда глазки. Вот я их уже сделала, отверстия. Теперь можно вставлять глазки. Вот так должно быть. Можно их закреплять. Мы остановились с вами на 15 ряду. Вяжем 16 ряд. 3 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. Семнадцатый ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. Восемнадцатый ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка, 6 раз. Связали 18 ряд. Теперь набьем голову наполнителем. Набиваем тоже плотно, как и пятачок. Вот мы набили голову наполнителем. Теперь продолжим вязание. Вяжем последний ряд, 19, и делаем 6 убавок.
Закончили вязание, теперь можно обрезать нить. Вытащить ее. И мы с вами видим, что у нас осталось отверстие. Необходимо его стянуть. Прежде чем мы его будем стягивать, уберем контрастную нить, чтобы она нам не мешала. Вот так кончиком крючка, захватывая каждую петелечку, вынимаем контрастную нить. Теперь вставляем хвостик в иглу. И начнем стягивать отверстие. Для этого иглой захватываем первую петельку, затягиваем, захватываем вторую петельку, затягиваем. И так до тех пор, пока не закроется отверстие полностью. Вот, посмотрите, нет никакого отверстия. Теперь можно нить закреплять. Для этого вывожу чуть подальше. Делаю узелок. И теперь ввожу иглу в голову, вывожу с другой стороны. Немножко затягиваю, чтобы узелок ушел внутрь. И теперь несколько раз вводим иглу в голову с разных сторон и выводим. Здесь уже затягивать не надо, чтобы не образовывалось утяжек. Мы таким образом как бы запутываем нашу нить в наполнителе. Все, несколько раз повторили. Теперь, натягивая ниточку, обрезаем. Вот голова у нас связана, но еще не готова полностью. Осталось связать ушки и пришить их. Вяжем ушки. Первый ряд 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваю кольцо. Нить контрастного цвета не прокладываю, потому что она нам будет мешать, так как деталь очень маленькая. Теперь вяжем 4 ряда по 6 столбиков без накидов в каждом. Провязали 5 рядов, заканчиваем вязание, обрезаем нить, оставляя хвостик для пришивания уха в голове. Вытягиваем нить, первоначальный хвостик прячем внутри ушка. Вот такое ушко получилось. Вяжем второе ушко, я его уже связала. Вот 2 наших ушка. Теперь пришьем ушки к голове. Сначала их приколем английскими булавками.
так, чтобы хвостики располагались сбоку. Прикололи и смотрим на симметричность относительно глаз. Вот я криво присоединила ушко. Теперь лучше. Спереди, сбоку. Вот так хорошо. Теперь пришиваем. Вставляем хвостик в иглу. И действуем следующим образом. Сначала захватываем петлю головы, потом захватываем петельку ушка, затягиваем, еще раз захватываем петлю головы и петлю ушка, опять затягиваем. И так до конца. Главное, не пропускайте петли и посильнее затягивайте, тогда шва не будет видно в дальнейшем. Одно ушко пришили, но нить пока не закрепляем и не прячем внутри головы, потому что нам нужно убедиться, что второе ушко мы правильно и ровно пришили. Только после этого будем прятать хвостики. Пришиваем второе ушко, вставляем опять-таки нить в иглу и действуем точно так же. Проверяем, хорошо ли мы пришили. Все, можно прятать хвостики. Сначала я делаю узелок, потом ввожу иглу в голову, подтягиваю ниточку, чтобы узелок ушел внутрь, и запутываю нить в голове несколько раз. Ввожу иглу в голову, вывожу в другой части головы, и так несколько раз. Обрезаю нить.
прячу вторую ниточку. Вот так мы пришили ушки. Теперь вышьем ротик. Для этого сначала определимся, где он у нас будет располагаться. Воспользуемся английскими булавками. Отсчитаем 3 ряда от пятачка вниз. 1, 2, 3. И между третьим и четвертым рядами ровно по центру относительно пятачка ставим первую английскую булавочку. Теперь по этому же ряду отсчитываем от центральной булавочки 4 отверстия. 1, 2, 3, 4. Вставляем вторую булавочку. И 4 отверстия влево. 1, 2, 3, 4. Вставляем третью булавочку. Вот здесь у нас будет располагаться ротик. Теперь возьмем иглу с красной пряжей. Кстати, про нее я забыла рассказать в начале нашего видео. Но для ротика потребуется совсем немного пряжи красного цвета. Теперь вставляем иглу вниз головы. Вводим ее и выводим в третьем отверстии относительно центральной булавки. Хвостик оставляем снаружи. Теперь вводим иглу в четвертое отверстие, а выводим во втором. Нить сильно не затягиваем, чтобы не перекосило игрушку. Теперь вводим в третье отверстие, а выводим в первом. И продолжаем до третьей английской булавки. Затем выводим ниточку в том же отверстии, где у нас располагается хвостик. Все. Обрезаем нити и делаем 2 узелочка, связывая их друг с другом. 1 и 2. Эти хвостики мы прятать внутри головы не будем, потому что все равно на это место мы будем пришивать тело, и они не будут видны. Таким образом мы вышили ротик братику Джорджу. Посмотрите. Вот такой милый ротик. Пришло время приклеивать щечки. Возьмем подготовленные кружочки из розового фетра и намажем клеем. Приклеиваем.
Одна щечка готова. Вторая щечка. Наносим клей. Смотрим, куда мы ее будем приклеивать. И приклеиваем. Теперь займемся ноздрями. Ноздри очень маленькие у нас. Совсем немного клея нужно будет. Приклеиваем одну ноздрю с одной стороны пятачка. И вторую ноздрю. Обязательно надо дождаться, чтобы клей полностью высох, иначе детальки сместятся или даже отклеются. Вот такая голова братика Джорджа у нас получилась. В следующем видео я покажу, как вязать ножки, ручки и тело для него. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и делитесь моим видео в социальных сетях. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!